Прослушайте диалоги и ответьте на вопросы. В туристическом агентстве. Здравствуйте! Я хотела бы поехать в путешествие в Италию, в Венецию. Я хотела бы быть там в четверг вечером, но до среды я не могу уехать. Хорошо, сейчас посмотрим. Но сразу скажу, что будет довольно сложно найти для вас билеты. Компания Air Italy осуществляет только 2 рейса в неделю, в понедельник и пятницу. Вы знаете, мне все равно, рейсом какой авиакомпании лететь. Есть ли, например, рейс туда у Air France или Аэрофлот? По-видимому, нет. Прямых рейсов по средам и четвергам нет. Единственный выход – полететь в Рим или Милан и сделать там пересадку. Да, но это намного дольше. Так и есть, так дольше. Но если вы хотите уехать в среду или четверг… Ох, нет, нет, нет. Я не хочу тратить дни своего отпуска на пересадки. Забронируйте мне билет на рейс Air Italy в пятницу. Во сколько вылет? В 10 часов утра. Прибытие в 12 часов по местному времени. Итого 3 часа полета. Хорошо, я согласна. Вопросы. В какой город хотела бы отправиться в путешествие клиентка? В какой день она хочет быть в Италии? В какие дни Air Italy летает в нужном ей направлении? Во сколько вылетает самолет в пятницу? Сколько времени летит самолет? Подарок из Франции. У меня для тебя небольшой подарок из Франции. Как мило! Что это? Смотри, я надеюсь, что тебе понравится. Это очень вкусно. Ого! Коробочка с миндальным печеньем. Здорово! Спасибо! Это и в самом деле замечательный подарок. Пожалуйста! Я знаю, что ты любишь есть сладости. Кстати, не хочешь ли выпить чаю и попробовать свой подарок? Нет, спасибо. Я на диете. Но я бы выпила чашечку кофе. Вопросы. Какой подарок из Франции привезла девушка своей подруге? Что девушка будет пить у своей подруги в гостях? Чай или кофе? В аэропорту. Вы русская? Нет, я белоруска, но живу в Литве. А кто вы по национальности? Я русская, но живу во Франции. Я лечу в Санкт-Петербург в гости к своей сестре. А вы тоже летите в Санкт-Петербург? Да, мой брат работает в России, в Санкт-Петербурге. Его жена русская. Она очень известный фотограф, Анна Кравцова. Может быть, вы слышали о ней? О, нет. А ваша сестра чем занимается? Она журналист, а еще она рисует.
Она Пассажиров, следующих в Санкт-Петербург рейсом номер 321 авиакомпании «Аэрофлот», просим пройти на посадку к выходу номер 15. это наш самолет. Пойдемте. Вопросы. Кто эти женщины по национальности и где они живут? Куда, в какой город и кому летит русская? Как зовут жену брата, невестку, белорусский? Кто она по профессии? Каким рейсом летят женщины? Номер рейса. В кафе. Извините, вы готовы сделать заказ? Да, на первое я возьму обед за 12 евро, луковый суп, а также стейк с сыром рокфор. Как приготовить ваш стейк? Средние прожарки, пожалуйста. Что-нибудь из напитков? Графин воды, пожалуйста. Немного позже. Как вам еда? Спасибо, очень вкусно. Хотите заказать десерт? Пирожное, мороженое? Мороженое с какими вкусами у вас есть? Ванильное, клубничное, со вкусом кофе, шоколадное, пралине. Что ж, ванильно-шоколадное, будьте добры. Кофе? Да, чашку кофе и счет. Вопросы. Что заказала посетительница в кафе? Какой прожарки заказала стейк посетительница? Что посетительница будет пить? Какой десерт заказала посетительница? Домашние животные. Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о домашних питомцах. Многие люди любят животных. Многие люди держат животных дома. Такие животные называются домашними животными. Чаще всего это кошки, собаки, хомяки, белые мыши, рыбки, различные птички, например, попугаи и другие. Эти животные узнают своих хозяев и любят их. Животные нуждаются в защите хозяев и любви. Собаки могут быть отличными друзьями одиноким людям. Говорят, что кошки лечат ряд заболеваний и улучшают настроение. Друзья, а у вас есть домашние животные? Вопросы. Каких животных чаще всего держат люди дома? Какие животные, говорят, могут лечить заболевания и улучшать настроение? Мой день. Обычно я просыпаюсь в 9 часов утра и сразу встаю. Но вчера я легла поздно и сегодня проснулась в 9:30, а встала в 10 часов утра. Потом я принимаю душ и одеваюсь. После этого я завтракаю, чищу зубы и застилаю кровать. Завтра я планирую завтракать в кофейне, поэтому сначала я приму душ, почищу зубы, заправлю кровать и оденусь, а уже потом буду завтракать. После завтрака я иду на работу, но вчера был выходной и я была дома. Я читала книгу, смотрела видео на YouTube, общалась со своими друзьями, ходила с подругой в кино. Завтра в Беларуси праздничный день, и мы не будем работать. Мы будем отдыхать и общаться с родственниками и друзьями. Днем я обедаю,
После работы я возвращаюсь домой. Дома мы с мужем смотрим телевизор. Также я провожу время в интернете. Но вчера я не сидела в интернете, я готовила ужин. А завтра мы с моей семьей пойдем в ресторан. Если я готовлю ужин, то потом я мою посуду. Перед сном я раздеваюсь и надеваю пижаму. Потом я иду спать. Вчера я легла в кровать, но долго не могла уснуть, поэтому читала книгу. Обычно я ложусь спать в 12 часов ночи, но вчера я легла в час ночи. Завтра я лягу спать пораньше, в 10 часов вечера. Вопросы. Во сколько я обычно просыпаюсь? Во сколько я встала сегодня? Работала ли я вчера? Что я делала вчера? Куда завтра вечером я пойду со своей семьей? Во сколько обычно я ложусь спать? Во сколько я лягу спать завтра? Ответы на вопросы вы можете найти, перейдя по ссылке, которую я разместила в описании к этому видео.